Привет, друзья! Ангела Меркель снова на слуху. Нет, она не дает интервью, не выпускает мемуары, но по Европе начали циркулировать сигналы, от которых напряглись и Берлин, и Брюссель. Речь не просто о ностальгии, это уже называется политическим эхом, которое возвращается в самых неожиданных форматах. Сразу несколько источников, знакомых ситуаций, утверждают: в высоких кабинетах обсуждается план «Б» – возврат к модели, выстроенной при Меркель. Ее фигура – это якорь стабильности, модель понятная, предсказуемая. Даже критики признают, Меркель – это доверие даже в кризис. Но вот проблема – мир-то изменился, и сейчас попытки вернуть старое может обернуться катастрофой для новой конструкции, которую пытается строить Мерц. Брюссель не просто нервничает, он боится, если Германия начнет колебаться, ЕС может рухнуть, как говорят политические обозреватели. Идея реанимации Меркель – это способ нажать стоп на перемены, которые уже начались. Особенно на фоне сдвига в сторону суверенной политики и укрепления военного вектора. Появление этой темы – это уже тревожный звоночек, потому что за ней стоит не просто обсуждение, а попытка переиграть историю в обратную сторону. Но то, что пугает Мерца, только разогрев перед настоящей игрой. Меркель ушла с поста, но не из сознания европейских элит. Для многих она не просто бывший лидер, а символ золотой эпохи Европейского Союза. Для Германии была стабилизатором, а не генератором напряжения. Сейчас все иначе. Мерц ломает старую архитектуру, устраняет компромиссную модель, где решения принимались через консенсус, и создает жесткий суверенный механизм с прицелом на автономию от Брюсселя. Вот почему слухи о возвращении Меркель вызвали такую реакцию. Париж, например, мгновенно включился в неформальные консультации, неофициальные лица в Брюсселе начали обсуждать, как остановить Мерца, пока не поздно. И здесь фигура Меркель играет роль не как личности, а как сигнал вернуть прежний порядок. По словам источников, знакомых с логикой переговоров, речь идет о четкой схеме. Меркель – это индикатор того, что Европа не готова жить по новым правилам. Это не зов о помощи, это призыв к реставрации. Но, с другой стороны, это и признание страха. Страх перед переменами, перед утратой контроля, перед тем, что Германия может начать действовать по-своему и уже без оглядки. Вот почему даже тень Меркель вызывает такой эффект. Не как решение, а как попытка вернуть прошлое в момент, когда все уже пошло вперед. А теперь давайте с вами заглянем за кулисы, кто реально дергает за ниточки. Ситуация накаляется. По слухам, в Брюсселе и Париже уже прошли закрытые встречи с участием бывших министров, еврокомиссаров, политтехнологов и представителей крупного капитала. Главная повестка – что делать, если Мерц окончательно сломает архитектуру Европейского Союза. Они не скрывают своей тревоги, Мерц не играет по правилам, и это становится проблемой. Особенно для тех, кто десятилетиями выстраивал систему, где Германия была стабилизатором, а не инициатором хаоса. Как сообщают несколько источников из аналитических центров, в этих встречах обсуждались конкретные механизмы влияния, от медийных вбросов до дипломатических атак на Берлин. Варианты звучали прямолинейно. Если не получится остановить Мерца внутри, будут работать по нему снаружи, через Европарламент, через давление от НАТО, через финансовые институты. Причина понятна. Старая гвардия хочет вернуть предсказуемость. Им нужно сохранить Евросоюз в том виде, в котором он выглядит, с сильным Брюсселем и управляемой Германией. Возвращение Меркель рассматривается не как цель, а как инструмент, чтобы заморозить процесс изменений, чтобы снова появился центр, который всех устраивает. Этот план неофициальный, но конкретный, и именно поэтому его уже называют новой фазой борьбы за Европу. Не между странами, а между эпохами. Но это не все. Дальше еще интереснее, кто именно стоит за планом назад в прошлое. Если присмотреться, кто координирует эту контратаку, становится ясно. Это альянс интересов, объединенных страхом перед Новым Берлином. Во-первых, французские политики, особенно из тех кругов, что десятилетиями жили в симбиозе с Меркель. Для них ее уход – удар по всей их внешней политике. А Мерц с его курсом на суверенитет ставит под угрозу все.
от оборонных договоренностей до влияния на Восточную Европу. Во-вторых, брюссельские бюрократы, они не могут контролировать Мерца так, как контролировали предыдущее правительство Германии. И это сводит их с ума, особенно если учесть, что Мерц прямо сокращает участие Германии в ключевых механизмах Европейского Союза. В-третьих, крупные корпорации. Речь о тех, кто встроен в евробюджеты, в наднациональные программы, в проекты зеленого перехода, разработанные под патронажем Европейского Союза. Для них новый курс – это прямая угроза прибыли и влияния. По данным источников, в дипломатических кругах уже формируется медийная политическая линия на торможение Мерца. Цель – это подорвать его рейтинги, выставить как угрозу европейской стабильности и подготовить почву для альтернатив, пусть даже с привкусом прошлого. Этот план пока не официальный, но по динамике событий видно, что он уже в игре. И действуют те, кто привык управлять Европой из теневых переговорных комнат. Но пока в Брюсселе мечтают, в Берлине начинается раскол. На фоне политических интриг с Меркель и борьбы элит за контроль над курсом страны в самой Германии нарастает гораздо более жесткий конфликт, внутренний фискальный раскол. Поступления в бюджет снижаются, региональное правительство начинает задавать вопросы, а бизнес все громче говорит о перераспределении финансов без участия Брюсселя. На уровне крупных отраслевых союзов уже обсуждаются механизмы отказа от ряда общеевропейских программ. Причина – это недоверие к распределению средств в рамках Европейского Союза и ощущение, что Германия платит за всех, но не получает реальных рычагов. Инсайдеры, близкие к экономическому блоку правительства, признают, впервые идея частичного ухода из структур Европейского Союза не звучит как безумие. По сути, Германия тот самый якорь, на котором держится вся система финансирования Евросоюза. И если этот якорь сдвинется, вся конструкция пойдет ко дну. Но в кулуарах все чаще обсуждают сценарий автономного курса от энергетики и обороны до денежной политики, без голосования в Брюсселе, без согласования с Парижем, без учета позиций южных экономик, которые уже давно сидят на финансовой игле Европейского Союза. Если такой поворот закрепится на практике, это будет не просто поворот, а полная смена модели, в которой Германия не донор, а самостоятельный игрок. Если все же пойдет по самому жесткому сценарию, мир проснется в новой реальности. Когда Германия меняет вектор, меняется вся архитектура Европы. Что произойдет, если Германия действительно выйдет из ряда структур Европейского Союза? Во-первых, евро окажется под ударом. Ликвидность валюты зависит от доверия к ее ядру, как вы знаете, а Германия и есть это ядро. Если Берлин отказывается участвовать в общей монетарной дисциплине, евро становится политической фантомной валютой. Во-вторых, НАТО теряет стержень. Германия – это ключевой участник программ совместной обороны. Но если Мерц продолжит реформу армии в обход альянса, вся согласованность блока окажется под вопросом. С каждым таким шагом Мерца становится ясно, Германия больше не играет по правилам, написанным другими. Теперь она пишет их сама. Если вам понравился мой рассказ, ставьте лайк, подписывайтесь, делитесь этим видео. Спасибо за просмотр.